Всем привет! Меня зовут Ирина Шабо, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать, как решается проблема, с которой некоторые сталкиваются в процессе шитья очень тонких и легких материалов. Особенно эта проблема касается людей, которые увлекаются пошивом нижнего белья и шьют вещи из кружева, из сетки и других очень тонких и легких материалов. Эта проблема заключается в зажевывании ткани под прижимной лапкой в рейке транспортера в момент, когда игла опускается вниз. Как этого избежать? Первый очень важный совет, который я вам дам, это всегда, каждый раз вы должны быть уверены в том, что вы используете подходящий номер иглы. Иглы, которая соответствует пошиву ваших тонких и легких материалов. Кроме того, каждый раз убедитесь, пожалуйста, в том, что ваша игла в нормальном, незатупленном состоянии. В этом примере я использую иглу неподходящего номера, и вы сами можете видеть, что ткань вместе с иглой идет вниз, в результате чего мы получаем зажевывание нашей ткани. А в этом случае я использую подходящий номер иглы, заостренная новая иголка, и мы видим, что наша ткань никуда не идет вниз за иглой, а материал сразу же прокалывается. Если вопрос с иглой решен, и это не помогло вам избежать зажевывания материала, то я вам рекомендую использовать один из 3 способов, которые лучше всего использовать при прошивании легких, тонких, кружевных, сетчатых материалов, особенно в процессе изготовления нижнего белья. Для демонстрации я взяла тонкий, легкий, немного растяжимый материал, который максимально подойдет нам для демонстрации. Итак, первый способ. Это когда мы используем бумажную основу для стабилизации нашего нестабильного материала. Можно взять кальку или любую другую похожую основу. В моем случае это первое, что мне попалось под руку, пекарская бумага. Мы накладываем бумагу поверх того места, где предполагается строчка, и шьем, как обычный материал. Вначале делаем закрепку. Никуда ничего не зажевывается. Продолжаем строчку. Вот наша строчка, и мы просто аккуратно удаляем бумажную основу, стараясь минимально деформировать стежки. Второй способ – это когда мы берем кусочек такого же материала, такой же толщины, подкладываем его под лапку и начинаем строчку именно на нем. А далее плавно продолжаем строчку на том участке, где нам необходимо, не прерываясь. В этом способе есть одно но. Оно заключается в том, что строчка получается без закрепки. Этот способ подходит для случаев, когда закрепка не требуется. Например, когда это место предполагается закрыть еще одним швом. Третий способ – это когда мы начинаем строчку, отступив от края, скажем, чуть меньше 1 сантиметра. Прокладываем несколько стежков и с опущенной иглой вниз поднимаем лапку, разворачиваем наш материал, прострачиваем до конца, оставляя 1-2 миллиметра. А далее снова поднимаем лапку и с опущенной иглой опять разворачиваем наш материал. Далее мы строчим уже по прямой до конца. В этом способе есть некоторый риск, что в начале строчки все же будет небольшая сборка. В принципе, этого очень сложно избежать, когда мы прокладываем строчки, стежки несколько раз по одному месту в тонких материалах. И именно поэтому я рекомендую при выборе швейной машины обращать внимание на наличие точечной закрепки. Давайте попробуем сделать строчку с точечной закрепкой. Мы опускаем прижимную лапку, отступив несколько миллиметров от края материала. Нажимаем кнопку точечной закрепки. Она на месте делает узелок. А далее, придерживая нитки, прокладываем нашу строчку. В итоге мы получаем строчку без зажевывания и без стягивания стежков в месте закрепки.
Надеюсь, это видео было полезным и помогло вам в решении вашей проблемы в прошивании тонких и легких материалов. Если это так, оставьте какую-нибудь обратную связь. Буду благодарна за подписку и за лайк. И остаемся на связи. Пока-пока.